Я хочу на эту сцену позвать Филина, а.к.а. Карпова, а.к.а. Габонская гадюка, а.к.а. DJ Sinus минус 108, а.к.а. Рыжая Габонская гадюка, а.к.а. Сосори Красных Песков, а.к.а. Рыжий Черт, а.к.а. Джоук Хантер, а.к.а. Флорентино Перес, а.к.а. Реал Мадрид, а.к.а. Магадам. Под ваши аплодисменты на сцене Александр Сукин сын Селин! Как-то я подошел к одной девушке, говорю, не хочешь развлечься? Она говорит, не хочу. Я говорю, ну и вали из парка развлечений, дура. Что ты тут делаешь? Тут все развлекаются. Недавно один водитель говорит мне, я на самом деле не таксист. Я говорю, я в курсе, мы в троллейбусе. Че ты? Езжай. Дверь только закрой, пожалуйста. Мне еще в школе как-то одна училка сказала, что вызовет моего отца. Я ей ответил, что у нее не хватит столько денег, чтобы вызвать моего отца. Потому что хороший шпаклевщик вообще-то стоит недешево. Я думаю, она не потянет. Недавно друг занял денег, представляете? Долгое время не отдавал, начал бесить меня этим, максимально напрягать. Я начал просить у него отдать деньги, умолять отдать деньги, требовать отдать деньги, звонить с других номеров, чтобы он отдал мне деньги, ставить его на счетчик, ставить ему ультиматумы. Потом меня уволили из привата, и я успокоился. Вот такие взаимоотношения с другом. Слушайте, вы замечали, что менты, они без самоиронии, вы замечали? Ну, вот эти вот интервью, которые они говорят, все время там что-то рассказывают, они же всегда говорят с максимально серьезным видом. Какую-то чушь. Постоянно какую-то чушь с очень серьезным видом, типа там что-то, ну вот, здесь было совершено преступление, и мы определили виновного уже. Виновен преступник. Ну, вот такое что-то, понимаете? И я подумал, было бы очень прикольно, если бы они были самоироничными. А потом я понял, почему этого не происходит. Потому что я представил себе самоироничного мусора. И, ну, представьте себе его. Ну просто представьте себе мусора самоироничного. Это тип, который такой типа, не поймали? Ушел, гад. Ушел, гад. А что вы хотите? А как я его с этим догоню, а? Как я догоню его? Поэтому они такую чушь и говорят. Был набор в новую полицию. И я как-то прочитал условия, был общедоступные условия на сайте в новую полицию, как вступить, типа. И там были нормативы. Нужно было сдать нормативы определенные, 15 раз подтянуться, пробежать километр за 3:30. Все-таки вы из полиции, вы киваете. Киберполиция. Киберполиция. Вам тоже нужно пробежать километр? Вы такие, только с ноутбуком в руках, да? Не, на самом деле там бывает то, что на дистанцию, там на короткую дистанцию на время, подтягивание, потом юридические вопросы, потом IT-вопросы, и что-то еще было. И вы бежали, вы в киберполиции? То есть Я бросил, я все вы прошел, бросили? через... Вы все прошли? Типа все, полиция пройдена, давайте новую катку. Я прошел полицию, что есть еще? Да, были, короче, и прикол в том, что, ну, я это все прочитал, и я задумался, интересно, но это же открытый доступ, а преступные группировки учитывают эту информацию? Ну, они когда принимают кого-то, они говорят, ну тебе хотя бы 16 раз надо подтянуться, друг, и пробежать километр за 3:20. Ну, иначе что нам тебя на месяц брать или что? Или ты будешь работать у нас сутки трое, да? Типа сутки работаешь, 3 года сидишь, но это не годится. Иди вначале в полицию, они тебя там поднатаскают, потом к нам перейдешь. Так многие делают. Кредит-кафе много. Всяких манивео, швидко гроши. Обращали внимание? Можно отвечать, когда я спрашиваю. Да? Или хлопать. Дофига их, да? Или вы все клиенты такие загрустили сразу. Блять, это... Откуда он знает? Короче. Так вот, швидко гроши, манивео, и у них у всех, я как-то видел рекламу, много рекламы было, и у них у всех очень странные условия. Они все говорят, мы даем кредиты без документов и поручителей. А я думаю, а как тогда вы собираетесь воздействовать на должника? Ну, какой механизм воздействия? Типа ты приходишь брать кредит, они тебе ответь, что отдашь. И ты такой, я отвечаю, я отдам. Они такие, ну смотри, если ты не отдашь, то ты балабол. Такое воздействие. Тогда понятно, откуда в подъездах берется надпись «Валера лох». Это работают их коллекторы. Они такие, типа, ты должен нам денег, мы уже сняли колпачки с фломастеров, давай, мы уже едем. Видел недавно рекламу, новый запах от Антонио Бандераса, реклама духов. Я думаю, а как это новый запах, он же вроде жив.
Или он не моется, я не понимаю, что происходит. Ну, типа, это вообще реклама духов или это антиреклама Антонио Бандераса? Типа просто новый запах от Антонио Бандераса, если вы видите его, держитесь подальше, пожалуйста. Это не стоит того просто. Ну или пишите полностью тогда, если это реклама. Реклама духов, новый запах от Антонио Бандераса. Сегодня он поел чечевицы. Ну, честно, справедливо, согласитесь. Новости. Слушайте, а вы слышали еще до 24 февраля, задолго, была новость, что наш президент приглашал Илона Маска в Житомир. Слышали? Нет. Не слышали? Серьезно? Он прям активно приглашал его посетить космический музей. Блять. Музей Музей космонавтики. космонавтики, да. Музей космонавтики. Космический музей звучит как будто это ебать какой охуенный музей. Давай ты посетишь его, Илон. Это же космический музей космонавтики, да. И Илон Маск, который запускает SpaceX и собирается колонизировать Луну, там на Марс высадиться, блять, в Житомир езжай. Музей космонавтики посети. И он не приехал. Но я думаю, это, кстати, было бы интересно, если бы он приехал. Представляете? Его жизнь изменилась. Он бы не был прежним. Он бы подумал, блядь, какая Луна вообще? Какой Марс? Давайте высадимся на Житомир просто сначала. Куда я? Я думал, тут уже все отстроено. До этого еще было... Сейчас же уже легализовали коноплю, да? В медицинских целях. Законопроект. Еще не приняли еще. Но до этого, уже несколько лет назад, в Сумской области, в замечательном городе Глухов, открылся центр терапии коноплей. Вы в курсе? Ну, собираемся и едем туда, всей компанией. Да. Центр терапии коноплей, да, представляете? Они это мотивировали тем, что конопля прекрасно помогает больным раком, склерозом. А я думаю, склерозом? Как? Не расстраиваться? Такая помощь? Я что, не слышал, чтобы люди приходили к врачу, типа у нас дед болен склерозом, и врач такой, так накурите его. Просто... Хотел что подсказать? И он забудет. Так в этом и прикол. Нельзя накуривать больных склерозом, потому что они же начнут страдать ожирением. Потому что они тупо не будут помнить, попускались они или нет. Понимаете? Очень опасно. И это все курирует мэр этого города. Мэр этого городка. Потому что об этом сказал он. И он в этом интервью заявил, что этот центр будет похож не на лечебницу, а на центр красоты. Он долбит. Я вам отвечаю. Стопудово. Я думаю, его просто хотели накрыть мусора, там просто у него дом был весь в дыму, они пришли, он такой, блядь, это центр красоты, ребят. Вот так это случилось, типа. Я думаю, следующим его заявлением будет, он выйдет к людям, скажет, все, люди, глуховчане, больше я не мэр, теперь я Джа. Каждые 5 лет у нас будут выборы нового Джа. Вот. Да, Черновецкий, получается, все верно, все верно. Вон. У кого есть коты? Не скоты, а коты. Коты и кошки. У вас есть, я знаю, да. И кошки тоже подходят. У вас не остальных нет. Можно купить, кстати. У меня родители продают кошек. Я специально вас собрал. Продажи идут не очень, я ради этого сольник сделал. Мейн-кун, хорошая порода. Дверь закройте, пока котов не купят, мы с аукциона сейчас их пустим. Ладно, на самом деле, я когда жил с родителями, мы купили кота Мейн-куна. Есть действительно кошки, если кому-то интересно, правда, можно купить. Сейчас уже большие скидки на них. Вот. А мама будет видео смотреть, поэтому она скажет, если что ты не сказал. Там люди сидели. Вот. Короче, и я заметил, что... То есть у остальных нет кошек, у вас собаки. Попугаи, богомолы. Дети. Там похожие проблемы бывают. Да, короче, я заметил, что коты сбрасывают предметы. Если ты неосторожно положил на то место, где он ходит, подоконник, там стол, еще что-то, телефон или еще что-то, он обязательно подлезет там, где он ходит, обязательно сбросит, оно ему мешает. Да, он подходит. Я так узнал, потому что у меня телефон так несколько раз улетал. Вот. И в те моменты, когда очередной раз улетел мой телефон, я подумал, я упускаю все время какой-то момент очень важный. Мне кажется, я упускаю, когда кот мне выдвигает требования. Признай меня своим господином, если тебе нужен этот телефон. Я проебаю, и он такой, понимаете? Я, кстати, думаю, что они таким образом познают мир. Они, во-первых, познают, свойства предметов, имеется в виду. Насколько предметы хрупкие, насколько эти предметы важны для хозяина. Познают.
Кот, он шантажист, получается. Знаете? Ну так можно в итоге когда-то вернуться домой, а у него в заложниках твои дети. Значит так, меня задолбали твои дети. Просто достали. Хватит дергать меня за хвост. У меня есть требования. Во-вторых, признайте меня вашим хозяином. В-третьих, я устал сам себе лизать яйца. В-четвертых, хватит запрещать собаке есть мои какашки. Мне приятно на это смотреть. В этот момент собака такая: «Yes!» Пошла в лоток. И ты такой: окей, кот, положи пистолет, кот. Все хорошо, медленно опусти пистолет. Сейчас мы выйдем из центра терапии коноплей, и все станет на свои места, кот. Все будет хорошо. Вообще, в целом, много странностей. Люди странно себя ведут. У меня есть друзья, они очень сильно, они когда смотрят телесериал, они почему-то себя начинают соотносить с героями кино. Вот у вас есть друзья из 90-х, наверняка, судя по вашим лицам? Да, у меня есть, это очевидно. У меня есть друг, и вот он говорит, что он Саша Белый. Это не Даня Трач, нет. Его не от этого лечили. Нет, он говорит: я Саша Белый, говорит. Вот прям про меня, я как Саша Белый. Саша Белый я. В 2023 году, блин, понимаете? Саша, сука, Белый. Мне кажется, если у него спрошу, где ты это взял, это 1000 лет уже нигде не показывали. Он скажет: вчера на кассете по видику смотрел. Мне кажется, меня это иногда подбешивает. Хочется его треснуть, но я боюсь, это не поможет. Он скажет: папу по лицу. Фил, что ты творишь? А я, блядь, не Фил, понимаете? Пиздец. И сейчас 2023 год, он Саша Белый. Идет максимально в ногу со временем, да? Мне кажется, лет через 10 он ко мне подойдет, скажет: братан, я Нео. Понимаете? Короче, есть еще один. Он смотрит сериалы тоже и соотносит себя с Карповым. Вот что он про Карпова вспомнил. Соотносит себя с Карповым. Говорит: Карпов сериал — это про меня. Знаете сериал «Карпов»? Нет. Но это не про жизнь Карпов. Ну, это не National Geographic, типа, понимаете? Это, про мента. Да, а в этом и прикол, он не полицейский. Я смотрю, думаю: а как это про тебя? Ты же строитель, ты же не мент. Что ты там смотришь? Как откосы сделаны, типа? Ты смотри, будто я лупашил один в один. Потом на встречу с заказчиками, наверное, говорит: у вас будет ремонт, как в кино. Как в 5-й серии Карпова. 7-я серия «Улицы разбитых фонарей», пожалуйста. Может, там кровавое пятно будет, правда, на плитке, но ничего, мы как-то разберемся. Понимаете? Еще печатки есть, друзья, хотят. Печатки. Кто носит печатки? Никто не носит. Конечно. Вы носите печатку? А вы знаете, что никто не носит? Не, я за себя лучше. Я просто спросил, кто-то носит, вы такие: нет, никто не носит. Я все выяснил. Я пробил по всем, никто не носит печатку. Спасибо за работу. Так. Никто, печатки. 2023 год, человеку нужна печатка. Понимаете? Зачем? Что ты собрался печатать, издатель? Печатает он. Просто знаете, зачем нужна была печатка? Чтобы запечатывать конверт. Своей печатью. Сейчас ты что, письма собрался печатать или что? Так выйди на улицу, поймай возницу и отправляйся в харчевню. Только будь осторожен, там, конечно, нет гопников, но наверняка есть гвардейцы кардинала. Да? Просто... Просто она давала бы еще что-то, да? Какие-то плюсы, типа, да? Ты одел печатку, я там, не знаю, там плюс 5 к интеллекту. Какие-то плюшки. Знаете, ты одел, и ты такой вместо «здорово» такой «добрый вечер», да, с печаткой. А также нет. По-моему, там наоборот, минус 10 к интеллекту, плюс 2 к силе. Там, я хрен знает, зачем ее. Серьезно, хрен знает. К чему она нужна? Возможно, тебя в ВТБ возьмут без собеседования, я не знаю, да? Типа, у него печатка, берем управляющим сразу. Он еще такой... Несите указ. Буду назначать продавца месяца. Да. Или наоборот наказывать. Он ее так нагревает, так и потом: ты провинился, больше ты не кассир. Теперь ты проститутка. Опять. Машину выставлять в окно. Да. В окно. Да? Ты такой: печатка. Хотел бы, конечно. Чтоб она светила еще на солнышке. Бах в глаз другому водителю. Класс. Еще можно ёбнуть, чтоб след остался. Да? Тоже нормально припечатать. Типа,
Запечатал и отправил его письмом, типа. Класс, класс. У меня просто другу так подарили на 25 лет печатку. Батя. Вообще не верит в своего сына, представляете? Просто пиздец. Видимо, такой, ну, пусть занимает мое место в АТБ. Поделюсь с ним. Еще, друзья, у всех свои внутряки в каждой семье, знаете? Я был в гостях у друга, и он говорит, ну, мы, короче, пили чай, реально чай. Вы такие, ебать, вы скучно висите. Это было утро, если что. Вот, мы пили чай, и он мне приносит пирог и говорит, бери торт. Вот. А я говорю, это пирог. Он такой, я знаю, но у нас в семье все торт. Чай, торт, печенье, конфеты, все торт. Все торт вообще, вся еда торт. Я думаю, ля, круто. Ты никогда не знаешь, что именно ты будешь есть. У тебя как будто лотерея. Ты приходишь домой к жене, такой, жена, что вкусного? Она такая, бери торт в холодильнике. Ты открываешь, а там греча. И ты, торт? Она такая, да, торт, просто невкусный. Очень удобно. С днем рождения удобно, не надо торт заказывать. Только просто с днем рождения тебя и кастрюляку пюрехи ему со свечками. Задувай. Это твой торт. Я поэтому не зову к себе домой, кстати, никогда. Потому что когда идешь в гости, принято купить там что-то к чаю. Правильно? Что-то к чаю. Он мне позвонит, скажет, что купить к чаю. Я скажу, возьми торт. И я хер его, что он купит. Ну, типа, я хотел торт, а в итоге мы чай с копченой скумбрией хреначим, да? Ну, я не готов к такому. Согласитесь. Эскалаторы. Как вам переход? Эскалаторы. Кто бегает по эскалатору? А где у тебя дома эскалатор? Ты в Песочине живешь, где там эскалатор в Песочине? Что, блядь? Я выезжаю, надо. Ты просто Сейчас я хлопаешь. в городе. Ты на эскалаторе, да? Ну, и ты бегаешь по нему. Балуюсь. Балуешься. Типа задом вот это спускаешься, да? Типа наоборот. Под всё музыку. делаешь. Под музыку? Staying alive, staying alive. Короче, бесит люди, которые бегают по эскалатору. Очень бесит. Очень бесит. Знаете почему? Потому что, он создан для того, чтобы не бежать по нему. Ты встал и едешь из точки в точку. Это же удобно. Нет такого, не надо никуда бежать. Просто как по мне, бежать по эскалатору — это то же самое, что зайти в последнюю дверь автобуса, выйти из передней, типа я дальше проехал. Вот. Понимаете? Ну, как эти люди, которые бегают по эскалатору, им вообще не имется, как они не любят лифт, вы представляете себе? Заходит, сука, просто стоишь и едешь вверх в этой коробке. Да нахрен я обоссу это изобретение, все. Сожгу все кнопки. Мне кажется, эти люди, они когда хотят подогреть борщ, они ставят его в микроволновку, а потом микроволновку на комфорку, чтобы быстрее было. Еще мы странно себя ведем, знаете, когда рядом кто-то ударится, мы почему-то как-то сочувствуем, интересно, типа, ой, тебе больно, мы такие, ну там мизинцем об откос кто-то стукнулся, мы, это что? Что за реакция? Это помогает, интересно, человеку? Это как обезболивающее действует, что ли? Типа, руку оторвало, и ты ему, и он, спасибо, братан, помогло. Да ты еще подорожник приложи и 3 раза в день, и новое отрастет, да? Ну. Та же фигня, когда кто-то споткнется, подскользнется. Что мы делаем? Мы такие, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что за пение соловья, а? Почему тихо-тихо-тихо? Почему не падай? Это ж логично, не падай. Чё не падай? Мы тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Типа падай, но тихо, не привлекай внимания. Мы на секретном объекте, братан. Тоже помогает, интересно, это тихо-тихо-тихо. Но я не видел типа компании, да, там, чтобы 2 друга шли, один споткнулся, упал, потом встал такой, сука, мог бы и потихо-тихо, конечно. Я из-за тебя все джинсы испачкал, друг называется. Еще у вас наверняка, как и у меня, есть знакомые, которые переходят дорогу по пешеходному переходу, это нормально, но не смотрят по сторонам, да? И говорят, что если водитель собьет меня на пешеходном переходе, то будет он виноват. А я думаю, а все же дело в том, кто виноват, правда? Видимо, отсутствие вины снимает болевые ощущения. Я себе так и представляю, человек попал под машину, попадает в больницу, у него сломана нога, и доктор такой, его на переходе сбили. Отлично. Анестезия не нужна. Медсестра, работаем. Она такая, да-да-да, сейчас. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Операция такое обезболивающее. У меня такой друг. Он пошел еще дальше. Он переходит дорогу
и выставляет руку. Он говорит, так машина остановится. Возможно, конечно, она так остановится, потому что водитель будет думать, ёбнутый какой-то идет туда. Но это, блядь, лучше я остановлюсь, ну нахрен. Может, он думает, что он железный человек там. Я не знаю, типа, но... И он говорит, так машина остановится. Я такой, ну, чел, если у тебя там нет никаких, ну, магнитного поля, это так себе суперспособность. Ну, максимум, чем это тебе может помочь, ты просто на полсекунды раньше почувствуешь, что тебе пизда. Все. На этом все бонусы заканчиваются. Знаете? Я увидела, ты пешеходный. Это был он. Да. Это был он. И вы остановились. Потому что ёбнутый какой-то, да, ну, естественно, рука, ну что там. Там просто, ну, там еще водитель, кстати, должен быть адекватный, который будет останавливаться, а не думать, надо выставить руку в ответ. Пятюню, братан. Да? Ну, типа. Откуда просто у людей такое бесстрашие, я не понимаю. Ну, если честно, типа, ну, они не боятся, что их собьет машина, то есть, знаете, как будто их не первый раз сбивают. Ну, как будто это обыденно, знаете, ну подумаешь, собьет машина. Обычный вечер четверга, ну, ничего страшного. Может быть, это как с прыжками с парашюта, ты втягиваешься. Может, тебя первый раз сбивают, и ты потом, блядь, я не могу больше без этого, хочу еще. Ну, может, это так работает. Потому что тогда это объясняет, почему человек переходит дорогу постоянно с вытянутой рукой. Так срослось. Понимаете? Ну, все же матерятся. Все люди матерятся. Вы прям не материтесь вообще. Нет, мы вот нет. Ну, он да. Ну, пиздец не матерюсь вообще. Ну, вот такие вы. 100%. Ну, все матерятся. Все в разной степени матерятся. И есть некое правило почему-то среди людей, что если ты скажешь мат в обществе, но немного тише, то, ну, ты как будто очень культурный. Ну, типа это культурно, знаете? Ну, типа вот мой начальник на работе, он просто, ну, моёб, и все, понимаете? Мне кажется, таких людей, знаете, как родители воспитывали? Они говорили, смотри, сынок, материться плохо, прям хуёво, понимаешь? Вот, и кроме солиста группы «Ленинград», там нормально все было. Там. Так вот, и все люди, и считается, что если ты материшься, значит тебе не хватает словарного запаса, и ты заменяешь обычное слово матом, правильно? Но бывают люди, которые так разговаривают, что создается впечатление, что им не хватает матерного запаса, и они заменяют мат обычным словом. Ты с ними общаешься, он вроде просто матерится, но все понятно. Ты общаешься, все нормально, все понятно, смысл ясен, да, в этом потоке. Потом в какой-то момент бабах вылетает слово «велосипед», и ты такой, что? Ты откуда это взял вообще? Ты хоть понял, что ты сказал? И он потом хуесипед, и ты такой, нормально, все сходится. И обычно, когда у людей рождается ребенок, они пытаются материться меньше. Ну, потому что никто не хочет, чтобы первым словом ребенок сказал мат, да? Ну, никто не хочет, чтобы он такой, он сказал первое слово, он срыгнул на меня и сказал бля, весь в отца. Никто не хочет, поэтому все, но если люди не справляются, они все равно матерятся, они почему-то думают, что если сказать мат случайно, потом быстро исправиться, типа ребенок не заметил. Знаете таких? Я такие семьи видел, где типа, бля, Валер, тут дети, блин, надо много раз почему-то говорить, блин, типа ты же ничего не слышал, сученыш, блин. Я думаю, в такой семье, если бы ребенок умел разговаривать уже, он бы такой, бля, да я не слышал, отъебись просто. Пожалуйста. Как вы к расистским шуткам относитесь? Остальные типа, ну, вы что, типа Black Lives Matter? Все вот это? Блять, вы вообще живы? Тут что, стекло какое-то стоит? Расизм, знаете, может, вы не знаете, что такое расизм? Ну, типа, когда негры, пидорасы, это расизм. Ну, понимаете? Типа, белые хуесо, тоже расизм в целом. Ну, разобрались с понятием? Отлично, все. Это чисто текст из Википедии, если что, я взял. Ну, там, короче. Но если что, простите, будет расистская шутка. Итак, я понял, почему весь мир пытается быть толерантным к неграм. Простите, не очень толерантно получилось. К черножопым, да? Нет. К темным. Давайте, африканцы, короче, темные. Почему? Потому что есть уже за все века собрался целый ком стереотипов. Целый ком, и чуть что это вспоминается. Сразу же всплывает эта информация. Сразу же, на подсознании.
Я недавно видел, как мамочка отчитывала темнокожего мальчика на улице. Понимаете? Она прям кричала ему: «Куртку мне еще тут порви!» И у меня автоматически в голове добавилось: «Черножопый, блин!» Такая интонация была. «Кандалы ты уже порвал, да? Ты не приносишь мне столько денег». Просто нужно быть осторожными, когда у вас темный ребенок. Хотя бы в кустах его отчитывайте, я не знаю. Но на обществе нельзя, потому что люди могут подумать, что он ее раб и просто разнашивает эту курточку для ее настоящего сына. А муж подарил ей его вместо сумочки. Это надо быть осторожнее, просто и все. Просто, видите, не расизм, а будьте осторожнее. Просто осторожность. Еще есть друзья, и вас, наверное, тоже раздражают люди, которые все знают, все умеют. Есть такая каста людей, все знают, все умеют, они все делают лучше. Вас всегда, какими бы вы ни были профессионалами в любом вопросе, они всегда найдут, что подсказать. Всегда. Всегда. Мне как-то после моего выступления подошел мой друг, говорит: «Ты не так делаешь. Я бы сделал по-другому». А я смотрю на него и думаю: так ты и так сделал по-другому. Я выступаю, ты гоняешь тачки из Литвы. Максимально, сука, по-другому, нет? Что ты можешь мне посоветовать? Слушай, братан, есть нормальная тема. Гонять шутки с чеков из буфета. Старенькие, но хорошие. Какие советы? Не понимаю. И он уверен, что он хорошо разбирается в машинах. А знаете, как он их выбирает? Красивое беру, все, вот это вот. Ему говорят: чувак, это полицейская, она не продается, успокойся. Он когда-то пригнал машину, переехал границу в Украину, и она сломалась. Сразу же. И он на полном серьезе говорит: я шарю в машинах. У него есть аргумент неубиваемый, знаете. Он такой думает: ну, я же все делаю лучше других. Почему все делаю? Потому что он в доту играет лучше других. Значит, все остальное тоже делает лучше других. Такая логика у человека. Вот. И он пригнал машину, она сломалась. Я думаю, он выбирает их по принципу: ну, машина, она как девушка, видимо. Если красивая, то должна ломаться. Видимо, такой подход, знаете. И я на этой почве стал параноить в какой-то момент. Я думаю, я реально переживаю, что в какой-то момент он просто будет вот так вот все следить, смотреть, и я буду заниматься сексом с женой, он зайдет, скажет: ты не так делаешь, я бы сделал по-другому, и жене такой: вставай, смотри, как надо. Страшно, согласитесь. Критиков тоже не люблю, потому что критики твари, получается, потому что они выставляют свое мнение за чужое, за всеобщее в смысле, свое мнение за всеобщее. Одного человека за целую толпу, все, что делает критик. У нас было когда-то шоу в клубе «Музей». Знаете клуб-музей? Нихуя себе, вы старые. Как я, получается. А что, он еще существует? Нет. Конечно, он не мог существовать, там, я сейчас объясню, почему, там судьба предопределена. Так вот, в клубе «Музей» было шоу, и типа оказалось, какой-то критик написал гаденькую статейку, гаденькую такую подленькую из-под тишка, типа: комики матерились, говорили всякие гадости, они оскорбляли зрителей, все отвратительно, ужасно, тра-та-та. Ну, и вот это все. Ну, во-первых, смотрите, комики матерятся, потому что такой жанр, стендап такой жанр, иногда нужно сказать что-то с эмоцией. И комики, как правило, матерятся по делу. Например, смотрите, чувак, написавший статью, долбоеб. Это по делу, понимаете? Вот, это первое. Второе, оскорблял, смотри, даже если в садике был бы стендап, там бы дети тоже матерились. Выходил бы мальчик, говорил: в садике это пиздец. Вокруг куча мокрых девочек и ни с кем не срастается. Потом он говорит: ведущий оскорблял зрителей. Вас сегодня, кстати, никто не оскорблял случаем. Но так же было и тогда, понимаете? Так же было и тогда, потому что, это какие зрители должны быть дно, чтобы их оскорбляли, они не ушли. То есть я говорю, например, девушки пришли, чтобы их сняли на ночь, потому что они шлюхи. И девушки такие: кажется, я обосралась. Такие зрители? Нет, нормально все было. Дальше, что меня прибило совсем, это уровень ведущего. Это ведущий детских праздников. Я думаю, а с каких пор ведущий детских праздников это, дно? Типа проститутки, бомжи, ведущие детских праздников, да? Вот это получается. То есть надо оправдываться, видимо. Ты что, ведущий детских праздников? Нет, ты что, я проститутка. Просто клиент захотел трахнуть лунтика. Чисто заказ. Понимаете? И потом, где он видел ведущих детских праздников, которые оскорбляют детей, а? Таких, которые: Коленька, ты пидор.
А ты, Петя, я твою мамку ебал. Да? Детский аниматор. И мама такая, вы что творите? И он такой, нет, это ведущий детских праздников, все в порядке. Это его уровень, он работает, все нормально. Короче, это я к чему вообще все рассказал? К тому, что, ну, вдруг у вас когда-нибудь кто-то про вас напишет гаденькую статью или что-то за спиной будет это делать, там, говорить, шептать, не знаю. Не стоит принимать близко к сердцу. Пиздить стоит. Принимать близко к сердцу нет. Окей? Теперь клуб-музей. Клуб-музей — это самое неорганизованное место, не то что в Харькове, вообще в мире. Мы когда-то там с ребятами делали открытый микрофон. Даня говорил, такое мероприятие, где может выступить любой желающий, совершенно бесплатно, все дела, тра-ла-ла. Вот. Потом перестали. Это было по вторникам, что важно. Мы потом перестали делать там открытые микрофоны. Прошло 3 месяца где-то. Нам позвонили, оттуда говорят, не хотите прийти выступить на шоу-программе? Мы такие, конечно, хотим. Мы приезжаем туда, а там еще висит афиша нашего открытого микрофона. Я даже вышел посмотреть, думаю, интересно, а клуб-музей вывеска реальная или они просто впадло убрать ее? Или, может, у них, конечно, там дыра в стене, хер знает, они ее типа афишу не снимали, я не знаю. В общем, мы не разобрались, что происходит, типа заходим дальше, там хостес, шоу-программа должна быть, мы такие, здрасте, мы стендаперы, мы будем выступать. И нам девушка-хостер такая, хостес, она такая, стендаперы? Так это же у нас по вторникам, вот же афиша висит. В общем, мы поднялись, там играли какие-то музыканты, ну, типа репетировали. Людей не было. В итоге так никто и не пришел, мы не выступили. Мы уехали домой. Я думаю, возможно, виновата хостес. Потому что, ну, стендаперы по вторникам, люди приходят такие, а что музыканты будут сегодня? Да это по четвергам у нас, пожалуйста. Пиво у вас можно попить? Да вон через дорогу пивобанк в Алексеевском росте, там, в Холодногорском. Ну, пойдите, пожалуйста. Понимаете? И меня несколько раз жизнь связывала с этим клубом. Это жесть. Однажды я делал какое-то мероприятие, и вот на сцене не работал свет. Не работал. Я подхожу к управляющему, говорю, можно что-то со светом сделать? Он такой, ну, световика нет. Я не знаю как, но я сейчас попробую. Может что-то получится. То есть, в принципе, если вы там что-то будете заказывать, может быть ситуация, что вы позовете официанта, к вам подойдет управляющий и скажет, смотрите, повара нет. Сейчас я свет настрою и пойду готовить. Но не то, что вы заказываете, а что могу, мивину будете? Я там Новый год как-то вел. Вы когда-нибудь встречали Новый год в заведении? Поаплодируйте, кто встречал. Немного. Получается, вы повыебывались, кто встречал в заведении. Чуть-чуть, да. Да. Но мы с ними договорились, они такие, можно выебнуться? Будет момент. Поаплодируйте просто и все. Короче, Новый год в заведении. Обычно там есть бой курантов в Новый год. Бой курантов, как и везде. Все включают бой курантов. 12 ударов курантов. И мы об этом договорились. Они говорят, мы выведем на экран. Будет 12 ударов курантов, видео, все круто. Я приезжаю в день мероприятия, то есть 31 декабря вечером. Они говорят, смотри, тут такое дело. Мы не нашли 12 ударов курантов. Будет 9. Я говорю, в смысле 9? Их же 12. Они такие, будет 9. Я говорю, класс, а что я людям должен сказать? Что, должен в микрофон говорить? Что мне делать с этой информацией? Что, сказать, ребята, куранты сломались, да? Представляете? Да? Или что? Или сказать, это демоверсия, хотите еще 3 удара курантов, отправьте смс на номер 2018 в музей «Работают долбоебы» и получите 3 удара курантов в подарок. Да? Я в итоге сказал, что Новый год настал раньше. Поздравляю. Вот. Такая фигня. И я первым делом что сделал? Я приехал домой, открыл YouTube, думаю, 12 ударов курантов. И, блядь, первое видео было 12 ударов курантов. Я, сука, не нашел 9. Я искал 9, я не нашел. Думаю, как так вообще? Вы настолько невдалые, что вы скачивали, у вас сжалось с 12 ударов до 9. Что случилось вообще? Как можно такими быть, блин? Я в тот же день, это еще до, получается, того, как я поехал домой и проверил, я спустился в туалет там. Иногда ведущим хочется в туалет, мы ходим в туалет тоже. И я спустился в туалет, а там нарыгано. Я поднимаюсь к управляющему, говорю, там нарыгано, он такой, так это я нарыгал. И... Нет, он не так сказал. Он сказал, сейчас я свет настрою, мивину приготовлю.
Уборщицы нет, пойду уберу. Не, я не удивился, если бы он сказал, ребят, это заказ, это официант вынес, там заберут. Я потом спустился в другую кабинку. Ну, сейчас, простите, там стена какахой запачкана. Думаю, сука, тут в каждой кабинке прикол. Ну, что дальше, типа, ты открываешь, там тараканы, что там будет, типа, я не понимаю просто. В итоге, ну, он сказал, уборщицы нет просто, типа, уборщицы нет, ничего не могу сделать, извини, типа, вот. Потом через время, год, наверное, прошел, я какого-то хрена опять заехал в музей, не знаю зачем, не знаю, ну, наверное, мне понравилось, и втянулся, и... Какашка. Да, я зашел, а вот ты был, да? Ну, у тебя ассоциация с музеем. Я зашел в эту кабинку, сука, какашка так и не вытерта. Я думаю, ебать, уборщицы, получается, так и не было. Что за заведение такое? Кошмар, кошмар. Кстати, уборщицы в туалете мужском. Вы, девушки, не знаете, но у нас, у мужчин, есть такая фишка с уборщицами в туалете. Они почему-то, в общественном имеется в виду, они почему-то в некоторых общественных туалетах, ну, в момент, когда ты справляешь нужду около писсуара, лазят. Я хрен знает, что за прикол, что-то ходят там, трут сзади тебя. Я хрен знает, может они высматривают, типа встал, нет. Встал, нет. Блин, хоть кому-то я здесь нравлюсь вообще. Просто знаете, ну, причем я думаю, это их собственное решение, потому что, ну а как по-другому, она такая симпатичная мальчишка. Ну не ради же зарплаты я сюда устроилась, правильно? Ну, потому что я не думаю, что это обязательное условие на собеседовании, знаете. Ну, она заходит на собеседование, стучит в дверь и такие, заходите, она открывает, и там стоит тип вот так вот, сыт. Такая будет у вас работа. Устраивает, нет? Просто, опять же, в некоторых мужских туалетах стоят таблички «Технический перерыв 15 минут». Но, так как это не всегда и не везде, ну, типа, там уборщица должна прибирать. Но я так понимаю, что не всегда это происходит. Поэтому я думаю, что они не прибирают. Видимо, там долго смотреть нельзя на мужские члены. Ну, это как со сваркой. Знаете, много смотреть нельзя. Она просто эти 15 минут отдыхает. Присытилась. Женский идет и рассказывает. Это тоже вариант. Но я думаю, она сидит, ну сначала она сидит с капустой на глазах и такая, насмотрелась, блин. До члена зайчика в глазах. Ну, либо, да, идет в женский, потом рассказывает рыженький и мальчишка в пиджачке. Налетайте. Не благодарите. Да, уборщицы страшные люди. Слушайте, я же еще работаю детским аниматором. Да. Ну, и... Да. Но там без матов я работаю. Ну, я не вот этот аниматор, который Коленька, ты пидор, но этого нет. А вот тебе и есть. Понимаете, нет вот этого всего. Ну, там нет такого, что ты делаешь, это пиздец. И родители такие, да, наконец-то. Ну, такое классно. Они звонят, а можно матерный праздник ребенку? Тема матюки. Можно? Спасибо. Не, все в порядке, типа, без вот этого всего. Короче, и дети иногда говорят взрослые вещи, и ты не совсем понимаешь, что они на самом деле имеют в виду. У меня был как-то праздник, 5 детей, 5-летних, 4 мальчика, 1 девочка. И в какой-то момент именинник показывает на девочку и говорит, это моя невеста. Я думаю, это очень мило, классно, без мата. Классно, думаю, супер. Тут сидит его друг рядом, говорит, а мы с ней целовались. Я думаю, блин, что ты делаешь? Ну куда ты, ну... Я почти за свадьбу договорился. Ну что ты... Мне уже задаток давали. Но друг не растерялся, говорит, а я с ней сексом занимался. Чувствуете, как это буквально за несколько секунд уровень сексуальной образованности у детей вырос в разы. Я просто охренел. Я думал, третий друг скажет, а она мне в жопу давала. Ну, потому что все было неожиданно. Я бы уже не удивился и этому, понимаете? Но он не это сказал, но весьма неплохо тоже. Он сказал, а он со всеми в садике сексом занимается. Я думаю, Манать, а что у вас за садик такой? Вы как вообще, как вы там буквы учите, типа? Дети, сегодня учим букву О. Буква О. Оргия. Кому непонятно, смотрим на картинку. Очень интересно. Самое сложное, кстати, в этой работе, это работа с ивент-агентствами, которые пытаются нажиться там, где и нажиться особо негде. Ну, уже там, когда низ цен, мне как-то, давненько уже было, знакомые с ивент-агентства пишут, типа, проведешь детский праздник? Я говорю, да. Они говорят, очень надо. Я говорю, да. Сколько денег?
Они пишут 250. Это уже мало. Еще давно, это уже было мало. Да. И он мне пишет следующим сообщением, ну надо бы за 200. И я такой, типа, ну 250. И он мне больше ничего не ответил. Видимо, знаете, такой, ты слишком много о себе возомнил вообще. Что ты себе думаешь? Я думаю, он, в принципе, много так переговоров ведет. Представляете, он где-то в клубе к девушке подходит, ну, сделаешь минет, подарю новый iPhone. Но надо бы за Huawei. Это я с девушкой, короче, встречался когда-то. И я работал детским аниматором, и что-то случилось. И появился бывший у нее, не у меня. У нее появился бывший, все пошло наперекосяк, и, короче, я там что-то грустил, и мне позвонили с компании детской анимации, где я работал, и говорят, типа, а что грустный такой? Я такой, ну, да, все нормально, тебя никто не обидел? Я такой, да нет, все нормально. Такие, ну, смотри, если, ну, кто обидел, мы приедем, голову отрежем. Детские аниматоры у нас нормальные? Приедем, голову отрежем. Не хотите себе таких заказать по городу? Типа, алло, здравствуйте, сколько стоит детский праздник? 1500 час. Хорошо, мы берем. Но вы смотрите, если что будет не так, мы приедем, вам голову отрежем. Такая фирма у нас серьезная. Вообще, кстати, подумал, была бы очень крутая разборка, представляете? Если бы я согласился, такой, надо, да, надо. И приезжают все наши, там, клоун Жужа, крокодил Гена, Аладдин. Все это, детская версия неудержимых приехала. И такая, а кто это тут у Сашки девушку увел, а? А кто это тут такой с пухленькими щечками? Ну, единственная разборка, которая закончилась бы выносом торта, да? Но, кстати, это самая крутая компания была бы для разборок, согласитесь. Ну, потому что тип, которого ты такой компанией отпиздишь, он же не соберет своих друзей на ответку. А что он им скажет? Чуваки, меня отпиздил Лунтик. Ну, не мотивация, согласитесь. Я еще заметил, что мы когда слушаем, когда с кем-то расстаемся, мы почему-то всегда слушаем вот эту грустную музыку, знаете? Все грустные темы. Guns N' Roses, что-то Сплин, вот эти все песни, из-за которых начинает идти дождь, сука. Вот. В гидромедцентре так и говорят. Должна была быть ясная погода, но, сука, кого-то бросила тёлка. Вот все вот это. Ну, причем почему-то это всегда только с настроением связано, только с душевным состоянием, только, никогда с физическим. То есть нам плохо душевно, мы слушаем музыку. Но нет такого, что нам плохо физически, да? У нас диарея, и мы такие чундра, чучундра. Ну, хотя сходилось бы, сходилось. И вот вопрос. Получается, мы с помощью настроения можем же регулировать, с помощью музыки можем регулировать настроение. Но раз мы слушаем грустную музыку, значит, нам недостаточно страданий. Надо больше страданий. Мы такие, хочу еще пострадать. Просто это можно было проходить быстрее. Ну, ты с кем-то расстался, пошел, переспал с дешевой проституткой, потом сидишь такой, значит, меня бросила девушка, и у меня хламидии. Достаточно страданий. Достаточно, все. Включаем Майкла Джексона и начинаем выбираться из этого дерьма. Чуть-чуть почесываясь, но это ау! Все, ну, очень в тему получается, понимаете? Я тогда как-то пережил тяжелое расставание тяжелое. Знаете, в чем это выражается? Просто, получается, мы расстались, а потом я пошел к урологу. Вот. Ну, типа, просто в какой-то момент после расставания я сижу, и у меня начинает чесаться член. Чесаться прямо. Я такой... А такого не было раньше вообще никогда. И я не понимаю, что происходит. И он опять чешется, я думаю, ну это не к добру. Ну, вряд ли он чешется, потому что растет, согласитесь, да? Заживает. Скорее всего, что-то другое. Типа, вообще нет хорошей приметы с этим, да? Там у тебя чешется рука, это к деньгам, чешется нос, будем бухать. Нет такого, что чешется член к сексу, да? Ну, почему-то. Нельзя идти с девушкой, типа, что-то член чешется, наверное, потрахаемся. И она такая, да, у меня писька чешется, точно потрахаемся. Ну, не работает так. Понимаете? И я такой, типа, блин, надо идти к урологу. И почему-то я решил идти в платную клинику. Не в государственную, а в платную. Ну, типа, потому что, видимо, бабки есть. Бабки не проблема. Я такой, пойду в платную. Норм полечат. А это оказалась ошибка, потому что там лечат, сука, точно так же, как и в государственной, понимаете? Там те же врачи, ничем не отличается. Ну, и в государственной, и в платной у тебя берут мазок. Нет такого, что в государственной у тебя берут мазок, потому что дешево.
А в платной ты приходишь, трахаешь девушку и ждешь, чем она заболеет. Нет. Ты просто, ну, везде мазок. И это, сука, стоит еще 500 гривен прием, типа. Я пришел, я думал, заплачу 500 гривен, меня полечат. А оказывается, это вход. Типа ты платишь за вход, а дальше все процедуры платные. Я такой, ебать, ничего себе, это что? Бля, а вход не херовый, как в хороший клуб вообще-то, да? Ну, я зашел и думал, может там, я выглянул еще, может там девушкам до 12 коктейлей бесплатно, я хрен знает. Ну, типа, я не понимаю, там нет никакого шоу. Нет такого, что рядом с урологом пиджейки танцуют, типа. Там, не знаю, бармен шоу какой-то, он в одной руке трясет шейкер, в другой член, да? Ну, нет. Ничего, сука, не происходит. Хотя, мне кажется, за эти деньги, я не знаю, там звезда урологии какая-то должна быть, ну что, ну я не понимаю. Ну хрен я должен зайти за эти деньги, там Стинг. Я такой, ага, окей, ну нормально. Согласен, со Стингом загнул. Со Стингом это я где-то на дальних рядах, максимум с балкона ему пенис показываю, да? Это. Ну хотя бы Потап там должен сидеть за эти деньги. Что ты заходишь, ты еще и здесь теперь, понял, все, давайте. Окей. Просто я думал, что это как депозит, знаете, ну типа 500 гривен, и мы на них что-то лечим. Ну типа я такой, мне, пожалуйста, мазок и пиво. Ну, я так себе это представлял. А тут просто вход. Охренеть. Что хотите Когда сказать? ты еще к ортодонту не ходил. У меня ходил. есть такой вопрос, я приходил на консультацию, он такой осматривает, говорит, ну да, прикус неправильный, типа там надо вас еще куда-то записать. Я говорю, так, блядь, я знал, что у меня прикус неправильный, что мне с ним делать? Он говорит, ну я не знаю, сейчас дальше вас запишу. О, хорошее. 800 гривен. Было бы к урологу так тоже хорошо сходить. Но вам надо лечиться свободно. Идите в обычную клинику платную, подлечитесь. Все. Блять, ортодонт еще слово такое. Были все у ортодонта? Нет. Пиздец, ну это как будто динозавр какой-то, нет? Диплодок, ортодонт, они там где-то вместе живут. Птеродактиль иногда прилетает. Вот это все. Ну, я реально, когда мне сказали ортодонт, я такой, что? Кто? Я к ортодонту, блядь, куда? В музей естествознания? Куда ты собралась? Мне такие, это, блядь, зубы, нихуя. Я такой, можно меня называть диплодок? Я буду доктор Диплодок, здравствуйте. А что вы лечите? Ну, заходите, 500 гривен, и я вам расскажу потом. 800, да, я после этого расскажу. Короче. Мазок, сука, это вообще, ну, это вообще пиздец, если честно. Этот мазок, это вообще, еще назвали так мазок. Как будто, ну, что-то безобидное. Могли бы назвать как-то иначе. Расплата за грехи, например. Но мазок, ну, чтобы вы понимали, как это происходит. Нам туда засовывают, типа, что-то похожее на ватную палочку. Вот, как в ухо. Только это нихуя не ухо. Я такой, я не должен там ничем слышать, сука, там что делаешь, типа. Вот. Это очень неприятно. Звучит, я еще раз говорю, очень безобидно. Как будто тебе в садике, да, так по жопе скотчем, и все. А нет, это другая херня. Это он туда засовывает, и он еще засовывает и проворачивает, и в глаза смотрит такой, как будто сейчас будет спрашивать, где там те? Понимаете? И я в этот момент почувствовал себя шестеркой «Жигулей». Я согнулся и сделал так. Ой, такой, а что происходит? Я такой, больно типа. Он такой, это еще что? Вот в 18 веке туда железных грибов засовывали. Я такой, ну, возможно, в 18 веке это и не анализ был, знаете? Возможно, это просто признать, что ты колдун. Ну, вот это. И потом мне еще говорят, анализ, подожди неделю. Неделю анализ. Я думаю, как неделю? А что я должен делать неделю? Часа согреть? Что за бред? Ну как это? Подожди неделю. Это что такое? В смысле неделю? Я думаю, блин, получается... Я думаю, что вот в средневековье люди от чего умирали? Не потому что это смертоносная болезнь, сука, потому что они тупо не дождались анализа, понимаете? Потому что такие, подождите неделю. Те, которые возвращаются, такие, блядь, а мы не рассчитывали, что вы вернетесь. Вы что, еще из-под железного скребка выжили? Ну, вы тоже хотите крепко. Кстати, знаете, я заметил такую штуку еще, что у нас у парней все советы друзей, если ты с кем-то расстаешься, друзей парней, сводятся к одному, тебе надо с кем-то переспать. Всегда такой совет, всегда. Кстати, иногда, мне кажется, он перманентный вообще. В целом совет при встрече. Тебе надо с кем-то переспать. Просто привет, тебе надо с кем-то переспать, привет. У меня звук вообще болит. Ничего страшного, это лишним не будет, туда переспи с кем-то. Хотя, мне кажется, в целом это может помогать, если у тебя стояк не проходит, туда да, тебе надо с кем-то переспать. Некомфортно гулять с тобой, потому что ты давай что-то сделай с этим. Понимаешь, это не тебе. Ты прикрылся как знакомый, я не знаю. Вот. У друзей спроси, они знают лучше. Так вот, друзья, да, тебе надо с кем-то переспать. Вот эта фигня бесконечная. И я тогда типа грустил крепко.
Вот сюда вся история с расставанием. И знаете, насколько крепко? Ну, типа, это вот настолько крепко, что ты, когда смотришь семейные мелодрамы, они идут по телеку, а ты не переключаешь. Вот настолько крепко. И я, типа, вот в тот момент меня друг поймал, говорит, я с кем-то переспать. Я такой, ну, понятно. И он такой, давай проституток снимем. Получается, ему тоже надо с кем-то переспать. Или это тоже помогает, типа, кем-то переспать? Ты грустишь? Мне надо с кем-то переспать. Ну, так должно быть. Типа, и я такой, класс, конечно, но и начинаю противиться, он такой, ну, давай вместе. Как друзья. А я думал, в чем прикол вместе? Не то, чтобы мы одни, нет, каждому свою, типа. В чем прикол? Там акция какая-то. Типа, сегодня вечером две не одно идут. Она еще приезжает с соком Сандора примотанным, да? Или там майонезом каким-то. Или что? Сегодня воскресенье, последний день, да, последняя цена, 18 гривен за килограмм, завтра новый завоз. Что? Что за прикол? Я не понимаю. В общем, я думал, противился, он мне такой, я плачу. Ну и все, я такой, окей. Согласился. Они приехали. Мы уединились, ну не то, что мы с другом уединились, нет, каждый со своей уединился, типа. Это до анализа. Дональд? Это до анализа. Это другая история. Это не связано с анализом. То было, то мне девушка подарила, которая ушла, типа. Она такая, Подарила. да, она такая, типа, мы расстаемся. Да. Просто в лицо. Вот. Да, и типа, я объясню почему, типа, потому что ничего не было. Мы уединились с Прастой и ничего не было. Я ее не захотел. Я не знаю почему. Возможно, потому что не мои бабки. Возможно, не было мотива. Возможно, были мои. Я такой, на характер надо отработать бабло. Ну, а тут мы типа висели, общались. Потом мы когда вышли уже, время вышло. Мы типа каждый вышел, друг такой, ну что как? Я такой, ну нормально попиздели. Он такой, что? Ты охренел? Ты, говорит, просто попиздел за шикарь. Просто, он говорит, ты чемпион, ты лучше всех проебываешь деньги. Ты лучше всех. Ну, люди снимают, ну, там что-то телок, казино, ты снимаешь телок и не трахаешь их. Это, ну, ты мне еще про свою бывшую рассказывал. А я рассказывал. Я прям сидел и рассказывал ей, типа, мы вообще с ней разговорились. Кто чем занимается? Ну, она понятно, что. И я такой, типа, а я ведущий мероприятий, и она такая, а ты проведешь мне корпоратив? Я говорю, я не уверен, что у меня есть подходящий конкурс. Она говорит, ты не понял, я вообще айтишница. Я говорю, слушай, тебя обманули. Это что угодно, но не IT. Может быть, памяти те же. Но это не IT, поверь мне. Я знаю. Она говорит, да нет, мне просто нравится, типа, на секс люблю, типа, хобби. Я такой, я прикол. Ничего себе у нее хобби. Все же мечтают зарабатывать хобби, правильно? Все мечтают. У нее мечта отбылась. Согласен, это не та мечта, ну, не то хобби, которым стоит гордиться, да? Но я имею в виду, вряд ли у нее не получалось сначала. Ну, сначала она там ходила, трахалась бесплатно, по подворотням, по гаражам, пока кто-то не заметит. Но в какой-то момент, возможно, даже хотела бросить, но близкие ее поддерживали. Говорили, ну, если это мечта, иди к мечте, не бросай. Устройся пока в IT. Как начнешь зарабатывать, бросишь IT, пойдешь чисто этим путем. Не зря же мы тебя с папой назвали Анжела, правильно? Ну, в общем, после этого она меня добавила в друзья на ФБ. Получается, я попал во френдзону к шлюхе. Даже если бы я потом решил что-то у нее опять купить, видимо, бы ничего не было. Пришлось бы добиваться и все равно. В общем. Но на этом история не заканчивается. У друга была другая история. Просто в него влюбилась. Я не знаю, что он сделал. Возможно, он первый, кто ее снял. Ну, возможно, до этого никто не брал. Я хрен знаю. Но она просила у нее номер телефона. И он дал номер телефона. Я хрен знает вообще. Ему тоже, может, до этого никто не давал. Я не знаю, что его так впечатлило. Но он... Нет, хотя нет, я знаю своего друга. Это была хитрость, скорее всего, знаете. Хитрость. Ну, он такой, типа... 1000 гривен это было вложение. Он дал номер, чисто, чтобы она, когда позвонит, он такой, да, можно встретиться, 1000 гривен. Я такая, ну, пожалуйста, он такой, ну, 1,5. Ну. Чисто он такой, чисто 1000 вложений, дальше я в плюсы выхожу, дальше все. И я стал свидетелем их разговора. Она как-то ему звонила, мы гуляли, она ему звонила. И она такая, типа, привет, что делаешь? Он такой, гуляю с другом. И она такая, а я на работе. Я думал, зачем ты это говоришь, интересно? Зачем ты говоришь ему, что ты на работе? Что такое, чтобы он спросил, как дела на работе?
И она такая, да, не очень, да? День не очень, все через жопу сегодня. Что такое, типа. Вот. И они общались с ним какое-то время, и я стал свидетелем того, что девушки, они невероятные мастерицы в перекручивании фактов. Вы просто чемпионки. Мы реально парни, мы стоим все, нервно курим в стороночке. Одну, серьезно. Смотрите, там была история, она поделилась с ним историей. Она, уже будучи в этой профессии, самой древней, она была в отношениях с парнем. Парень не знал. Возможно, он слепой, хрен знает, какой не знал. Ее это не смущало. Ну, возможно, она такая, знаете, ну, у всех свои недостатки. Зато у меня борщ вкусный. Ну, такая, типа. И она с ним рассталась из-за того, что он гад. Она застукала его за тем, как он дрочил на порно. Я думаю, а что это за... Ты что? Ты кто вообще? Ты... А что ты ему сказала в этот момент? Типа, это морально? Что, ты упал ниже некуда? Что тебя возмутило? У актрисы грудь была больше, чем у тебя. Ну, какая проблема у тебя возникла? Ты же просил, что? Или ты такая, блядь, включи вебкам, заработай денег, что? Я не понимаю. Просто как по мне, с ее работой, это вообще не должно было ее задевать. Вообще не должно было. Ну, ее не должно было задевать, даже если бы он оргии каждый вечер устраивал. Максимум, она могла не участвовать. Все. Типа просто приходила домой такая, сегодня без меня на работе заебалась. Все. Понимаете? Все. А тут такое, я такой трындец вообще. Трындец. И я этим впечатлился. И придумал еще более крутую историю. Мне кажется, было бы еще круче, если бы она его бросила за то, что он вызвал проститутку, и приехала она. И бросила его за то, что он вызвал проститутку. Но не сразу, а через час, потому что работа есть работа. Потом поговорим. Вот. И вот так они встретились друг. И она спрашивает у него, а как, говорит, ну ты бы мог бы быть с девушкой, которая когда-то в жизни крепко ошиблась, но ради парня готова исправиться. И он сказал нет. Потом мне это рассказывает, я говорю, ты поторопился, ты же не знаешь, что она предложила. Возможно, такая, ради парня готова исправиться, я разрешу тебе дрочить на порно. Может, у нее такой уровень исправления, знаете. Но и в целом, мне кажется, это неплохой вариант был. Ну, типа, он хочет ее видеть, вызвал. Только начинается то, что ты мало зарабатываешь, он такой, продлевать не буду. Всё. Она никогда не изменяет, это всегда по работе зашли. Ну, типа, очень удобно, знаете, очень удобно. Слушайте, в тот период, кстати, у меня потом было еще несколько свиданий, я заметил такую штуку, что некоторые девушки не склонны разбираться в сути вопроса. Ну, вообще, любого. Не склонны хватать информацию по верхам, потом ляпать. Я не то чтобы сильно сексист, это просто, ну я же с парнями не встречался, но извините, девушки, но я не могу типа таким образом разъебывать парней, я не знаю. Просто про девушек. Если вы говорите, ну, давайте так, парни такие же, но история про девушку, окей? Все, хорошо. Сейчас парни такие, ебать, всех засрался, и ты, и нас. Мы такие готовы были кричать, мужики, а он просто взял, засрался. Потому что, короче. А? Вот заходишь. Критик, типа, да, класс. Всех оскорблял, матерился. Дети, уровень, детские праздники, все. Нет, это была такая девушка, не все такие. Просто есть такие девушки. Я сказал, что все, есть такие девушки. Вот. Если напишите отзыв, значит, что вы. Попалось, все. Так вот, у меня было свидание. Так как в зале жена с тупой шлюхой было свидание. Вот, конченая оса просто. И, возможно, и нет в живых уже, я не знаю. Вот. Да, жена прикопала, да. Вот, короче, нет, просто свидание. И в какой-то момент разговор зашел о ящерице. Я понимаю, что это странно звучит. Но не то, чтобы я не так подкатывал, понимаете? Ну, типа, знаешь, ящерица? Так вот, ты посимпатичнее. Нет. Просто в контексте разговора. Ящерицы, там что-то, в каком-то контексте мы заговорили. В случае опасности отбрасывают хвост шевелится, вникает хищника, ящерица спасается бегством. Все об этом знают. Теперь уже да? Ну, окей. Вот. Я ей об этом говорю. Почему-то. И она мне такая, да, как курицы. Я говорю, в смысле, как курица? Она такая, ну, курица, если голову отрубили, она что же какое-то время бегает? Я такой, да. Но это как бы не ее решение.
Нет такого, что курица, завидев в небе коршун, она такая, где-то бегом, руби башку, я побежала на форсарца. Она всегда бестолковая, из Иисус не сваришь, что башка. Потом где-то в районе животных, эта курица стоит, да, к ней подходит мудрая ящерица, говорит, смотри, курица. Фишка в том, чтобы отбрасывать ненужную часть тела. И курица такая, блин, ну а я что по-твоему делаю? Но потом я понял, откуда это взялось. Есть такие девушки. Видимо, мне попалась такая, которая в случае опасности тоже отбрасывает голову. И садится в машину к 4 кавказцам. Видимо, так. Видимо, так. И, парни, нужно быть в плане отношений очень осторожными с романтическими поступками. Их нужно очень хорошо продумывать. Ну, прям продумывать. Потому что можно легко попасть в просак. Мне друг звонит как-то, говорит, хочу сделать девушке сюрприз. Можно, говорит, можешь привезти розу и пису из буфета. А розу отли. Я такой, а в чем сюрприз? Я скупой, вот такой сюрприз, типа, ну, типа, я в гараже жила, такая, ничего не видела, такой, ну вот роза. Вот. И она такая, типа, ну, окей, я говорю, подожди, ты не заробись, ну, типа, просто как ты себе это представляешь? Ну, как ты себе это представляешь? Ну, типа, хорошо, ты подарил, допустим, она счастлива с этой розой, окей, она ничего не видела, ты такой, ну, это еще не все. Закрой глаза. Она закрывает глаза, да? Он становится на одну тарелку, открывает коробку из-под пиццы. И такой, смотри. И она такая, Господи, это же половинка с ветчиной, моя любимая. Как ты узнал, я ее и хотела. И он такой, детка, это не все, анекдот из чека. Она такая, у-у-у, веселимся, классно. Но потом, я думаю, что, возможно, он, если честно, ну, может быть, я зря, кстати, к нему доколупался. Ну, может быть, зря. Может быть, ему просто досталась самая неприхотливая девушка в мире, знаете. Но она такая, ты мне ничего не даешь, он ей салат весенний. И она счастлива. Она такая, хочу шубу, он говорит, 19,50, ни в чем себе не отказывай. Вообще, все шубы твои там забирай. Напоследок, расскажу вам о том, что туда же я не очень люблю людей, которые говорят слишком завуалированно. Знаете, такие есть. Но они что-то говорят. И вроде все понятно. А потом добавляют, если ты понимаешь, о чем я. И мне так знакомый рассказывал, что он как-то встречался с девушкой, жил вместе. И, говорит, пока жили вместе, вовремя, говорит, платил за коммунальные услуги. И потом добавил, если ты понимаешь, о чем я. А я такой, о чем ты? О том, что ты вовремя платил за коммунальные услуги? Он такой, да нет, я имел в виду, что я типа вовремя вынимал, чтобы она не забеременела. После этого я не мог понять его. В принципе. Ну, мы должны были идти гулять, он говорит, сейчас мы пойдем, подожди, мне надо заплатить за домофон. Я такой, что ты имеешь в виду? Что ты хочешь мне сказать? Давай, ты заплати за домофон сам, пожалуйста, а потом руки вымой и пойдем погуляем, пожалуйста. Давай так сделаем. Ну, серьезно, просто невозможно. Хотя у него был очень крутой флирт с ней, представляете? Он приходит домой такой, типа, я заплачу за воду, холодную, горячую, свет, вывоз мусора. Она такая, вывоз мусора я не даю. Понимаете? Потом, конечно, все могло бы испортиться, она уже такая, ну, ты, типа, заплатил за свет, а за воду что не заплатил, он такой, воды не было, что я должен платить, понимаете? Ну, наверное, поэтому мы расстались в итоге. Вот. Короче, смотрите, Кернос. Как относится к Кернос? Шутка напоследок. Хорошо относимся или плохо? Лучше. Лучше. Я передам Керри, потому что вы до сих пор любите бывшую. Я сделал лучше, то топчик сейчас обидится. Я все скажу. Мы там записываем на видео, а? Все. Нет, на самом деле, смотрите. Нет, ну, Кернос молодец. По поводу Керноса. Я, мне кажется, недавно понял, какой у него был самый любимый напиток. Я думал, что это был Hennessy XO. Потому что он думал, что это Hennessy помноженный на 0. Меня зовут Александр Селин. Спасибо, у меня все. Влад, спасибо. Есть футболка, можно купить еще.
стоит 727 гривен. Там как раз ты кнопка, блядь, написана. Это футболка Кернеса. Опять чех носил по Кернесу. Это... И кошки, если что. Нужны кошки, пожалуйста. Можем кошку в футболку завернуть, если надо. Все. Кошка в футболке Кернеса. Ну, а как вам вообще перформанс? Ладно, спасибо вам, что пришли. Вы классная публика. Приходите еще. Пар Суримама, давайте поаплодируем. Что еще я хотел сказать? У меня есть аккаунт на Ютубе. Вы об этом не знаете, больше никто не знает. Там 367 подписчиков. Давайте сделаем, чтобы их стало больше. Я устал создавать аккаунты сам. Давайте это сделаем вместе. Так, Байр Алексея называется, если что. Там всякие приколы, типа, что-то со стендапа иногда. И каждое воскресенье здесь, кстати, что-то происходит. Да, каждое воскресенье. На следующее воскресенье будет очень прикольное интерактивное шоу «Диван», где вы приходите, рассказываете проблемы, и мы с вас угораем. Классное шоу. Нет, на самом деле мы ее решаем в юмористическом ключе. Возможно, даже решаем ее толково. Вы были на диване как раз. И как вам шоу «Диван»? Пожалуйста, вот отзывы. Вот. Очень круто. Вы придете, если, конечно, придете. Может, если не придете, говорите, что все равно придете. Но это же так работает реклама. Все, да? Вот, супер. Я тоже буду. Так что увидимся. Да, вы Следующее тоже воскресенье. приходите. Да, я тоже приду. Мне Всех понравилось. приглашаем. Все. Супер. До встречи. Когда-нибудь еще. Спасибо, вы классные люди. Всем пока.